Ей не было и 5 лет, но каждый день они видели, как она ходит по одному и тому же маршруту в одно и то же время. Маленькая София своими маленькими шажками ходила по тем же улицам, что и всегда. Через 20 минут она возвращалась на прежнюю тропинку и направлялась домой. Никто не знал, с какой целью и куда маленькая девочка отправлялась на эти странные ежедневные прогулки. Но большинство людей узнавали в ней внучку Дона Хуана, старого городского электрика, и верили, что она не заблудится. Однажды новый сосед, чуждый логике, уже сложившийся среди жителей деревни, заметил девочку и, обеспокоенный, набрался смелости спросить ее: «Малышка, куда ты идешь?» Детским, едва различимым голосом она ответила фразой, которая показалась ей бессмысленной: «Это для моего дедушки». На следующий день сцена повторилась, так как сосед надеялся, что маленькая девочка изменит свои слова и сможет сообщить ему более конкретную информацию. Итак, вернемся к истории. Но маленькая девочка, когда ее спросили, повторила свой ответ слово в слово, что это для моего дедушки, и пошла своей дорогой. Проведя в такой ситуации несколько дней, мужчина понял, что он не добьется правды, допрашивая девушку, потому что она всегда отвечала ему одними и теми же загадочными словами. И поэтому он решил проследить за ней по пути, чтобы узнать судьбу ее маленьких шагов. После этого он узнал правду, которая наполнила его удивлением и нежностью. София любила своего дедушку больше всех на свете. Ее родители тоже жили в том же доме и любили ее, но им приходилось работать целый день напролет, и у них было очень мало времени, которым они могли бы поделиться с ней. С другой стороны, ее дедушка был электриком на пенсии, который, хотя и был на пенсии, все еще чувствовал в себе достаточно сил, чтобы работать, и открыл небольшую электрическую мастерскую в доме, где он жил со своей дочерью, внучкой и зятем. Так что именно Дон Хуан проводил весь день со своей внучкой, балуя ее и даря ей всю ту любовь, в которой нуждаются растущие дети. Именно он отвел Софию к врачу, когда у нее в раннем детстве начались проблемы со здоровьем. Он также был тем, кто направлял ее первые шаги и учил ходить. И именно он услышал, как она произнесла свои первые слова. На самом деле, то, что маленькая девочка смогла сказать в тот раз, было не от папы и не от мамы, а от дедушки. Когда Софии исполнилось 3 года, Дон Хуан решил, что она уже достаточно взрослая, чтобы позволить ему оборудовать в своем доме электрическую мастерскую. Он делал мелкий ремонт, придерживался гибкого графика и таким образом не мог пренебрегать своей внучкой. Его дочь и зять не возражали против этого, так как понимали, что Дон Хуан все еще чувствовал себя молодым и хотел вернуться к работе, чтобы не чувствовать себя застрявшим. Они также знали, что маленькая София всегда будет в безопасности рядом с ними. Там, в своей мастерской, Дон Хуан начал ремонтировать всевозможные электронные устройства: радиоприемники, телевизоры, блендеры и даже сотовые телефоны, которые каждый день приносили к нему домой соседи по городу. Спокойный, но очень ответственный человек терпеливо занимался ремонтом. Ни одна работа не была для него непосильной. В каждом конкретном случае ему всегда удавалось выявить проблему и найти решение. Поскольку это была работа, которую он выполнял ради удовольствия, а не по необходимости, Дон Хуан решил не брать денег за ремонт. Это еще больше расположило к нему горожан. Когда они поняли, что мужчина не получает никаких денег за свою работу, они решили начать платить ему подарками для его внучки Софии. Они знали, что он обожал ее больше всего на свете, и что он не отказался бы принять подарки, которые они приносили маленькой девочке. Таким образом, София стала самым обожаемым ребенком в деревне. Они привезли ей платья, обувь, браслеты, ожерелья и все, что можно было найти в местных магазинах. Однажды днем одна горожанка, у которой было не так много денег, но был небольшой фруктовый сад с обилием клубники, взяла несколько экземпляров этого фрукта
и принесла их в ванну в качестве платы за ремонт старого телевизора. Эта женщина не знала, что в доме Дона Хуана также был сад, полный клубники, посаженный его женой, потому что при жизни это был ее любимый фрукт. И из-за этого все в том доме больше не ели клубнику, так как смерть этой женщины заставила их вспомнить о ней и причинила им боль. Дон Хуан, однако, был почтительным человеком и не посмел пренебречь подарком дамы, поэтому он с добротой принял клубнику и положил ее рядом с собой в мастерской. К его удивлению, София взяла клубнику и с удовольствием съела ее. Это был первый раз, когда она попробовала этот вкус, и он показался ей восхитительным. Ребенок был невинен и не был обременен предрассудками взрослых, и плод не вызвал у нее ничего, кроме огромного удовлетворения. В ее детском воображении мелькнула мысль, что ее дедушка любил клубнику, и что именно по этой причине та дама принесла ей целый поднос клубники. Поэтому она не смогла съесть все, но своей маленькой и нежной ручкой протянула клубнику своему дедушке. С тех пор, как несколько лет назад умерла его жена, Дон Хуан больше ни разу не пробовал клубнику, но он любил Софию и не смог устоять перед этим прекрасным жестом и получил ее. К своему удивлению, он почувствовал не боль, а глубокую радость, потому что в этот момент понял, что София каким-то образом стала хорошей частью его жены, и он почувствовал себя счастливым, когда после столь долгого перерыва ел клубнику. София, которая была очень умным ребенком, не упустила из виду тот факт, что это был тот самый фрукт, который она вырастила в своем собственном саду, и, полагая, что никто другой этого не заметил, она почувствовала, что сделала великое открытие. На следующий день она собрала несколько ягод клубники и принесла их в подарок своему дедушке. Дон Хуан, избавившийся теперь от призраков прошлого, принял их и с удовольствием съел. С тех пор каждый день после обеда этот прекрасный ритуал торжественно повторялся. Маленькая София сорвала в саду несколько ягод клубники и отдала их своему дедушке. Пока однажды днем, отправившись на поиски клубники, она ничего не нашла, потому что уже собрала ее всю. Непонятно почему, но София Леннон знала, где находится дом дамы, которая однажды заплатила Дону Хуану за починку телевизора с помощью подноса с клубникой. Итак, она пошла туда и постучала в дверь своей слабой рукой, а когда дверь открыли, спросила своим детским голоском: «Ты можешь дать мне клубники? Это для моего дедушки». Дама, очарованная нежностью Софии, продолжала каждый день давать ей пару ягод клубники, которые маленькая девочка прятала в карманах и относила их своему дедушке. Дон Хуан, сосредоточившись на своем ремонте, не подозревал, что его внучка каждый день выходила из дома и совершала 30-минутное путешествие, чтобы принести ему клубнику, которая, как он думал, была из его сада. До того дня, когда его новый сосед по городу осмелился проследить за Софией и узнал причину ее ежедневных прогулок. Очарованный таким красивым жестом любви, мужчина забеспокоился о безопасности девочки и отправился поговорить с ее дедушкой. Дон Хуан не стал делать выговора Софии, поскольку был приятно удивлен тем, как сильно его внучка любит его. Но чтобы избавить ее от ежедневных прогулок в одиночестве по улице, у него было решение проблемы, которое сделало счастливыми всех. Он попросил у этой женщины несколько саженцев клубники и посадил их в своем саду, чтобы в доме никогда больше не было недостатков в фруктах. С тех пор София и ее дедушка каждый день наслаждались этим прекрасным моментом, поедая клубнику. Но теперь маленькой девочке не придется ежедневно выходить на улицу. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и оставить свое мнение в комментариях. Подпишитесь на новые истории, подобные этой, и поделитесь с друзьями. Увидимся в следующий раз.